сегодня просто заливает. Город плывет. Огромные лужи просто везде. Посмотрите, машины. Все плывет. В центр города страшно заходить. Просто ужасно. И это еще улица, на которой редко потоп. И я представляю, что на других улицах города. Город стоит, везде пробки. Людей нет на улице. Видите, как вода течет. Смотрите, какие ручьи. А холодно, как я открыла окно, у меня руки трясутся. Сейчас мы с вами едем по улицам, которые еще относительно сухие. Где-то что-то впиталось, а где-то какие-то улицы находятся выше, и поэтому кажется, что дождь был не такой большой. Но на самом деле в других районах Одессы история куда плачевнее. Там действительно катастрофа. Посмотрите, какая ситуация в Одессе. Это я в мусорных пакетах пытаюсь просто дойти к дому. Это что-то невозможное. Затопило буквально все. Посмотрите, люди не могут переходить улицу. Посмотрите, невозможно. Невозможно. Вот так вот я иду домой. Всем привет из очень дождливой Одессы. Все давно уже ждали дождь, но никто не настраивался, что он будет сегодня настолько сильным. Дождь начался примерно в 12 часов ночи, и сейчас уже обед, да, уже 2 часа дня, и он не прекращается. Небо снова затягивает тучами, и ожидается еще на половину дня как минимум ливень. Похолодало, люди, боже, в городе просто апокалипсис и коллапс. Сейчас вам все покажу. В новостях написали, что за полдня в Одессе выпала месячная норма осадков. Парализовало, конечно, это все город. Это у нас каждый год, знаете, одно и то же. Помню, в прошлом году была подобная ситуация. Мы реально все давно ждали дождя, потому что летом была засуха. Вот и вот дождались. Ходить просто нигде невозможно. Вот девочка идет по бордюрчику. Посмотрите, ужас, такие лужи, и вообще нигде не проехать, не пройти. Я просто не представляю, как сегодня функционировать. Смотрите, что везде делается. Это уже немного все впиталось с утра, но тем не менее люди еле ходят. Так, никто не может разойтись. Из-за транспортного коллапса сегодня подорожали такси. Такси в Одессе сегодня были, начиная от 500 гривен, а некоторые паблики писали, что некоторые могли их вызвать, их стоимость была выше 1000. В общем, как только какой-то ужас происходит в городе, такси, конечно, сразу дорожает. Или если снег сильно идет, метель, или если дождь, то так, в принципе, всегда. Кто без зонта, тот с дождевичком. Такой уютный, приятный магазинчик. И здесь тепло. Смотрите, сколько книг. Но смотрите, какой кот. Класс. Хочу такого кота. Уже много лет в книжных магазинах в Одессе все книги на украинском языке. Боже, Хемингуэй, «Старики моря». Кто читал? Я когда-то читала. Шикарное произведение. Класс, и такая книжка. Боже. 757 гривен. Да, все очень подорожало в последнее время. А вот полки з психології. Джон Конт найкраще. «Підсвідомість все підвладне». Я читала, очень классная. Тоже «Квантовый воин». Классная книга, если любите психологию.
то рекомендую. 419 гривен такая книга стоит. Ну, в принципе, здесь уже цена получше. А, вот эту книгу, видите, я читала. 230 гривен. Еще очень люблю книги Диспензы, но здесь их не вижу. О, книги Иван Франко. 387 гривен. Хемингуэй классика. Наверное, такая зарубежная, поэтому такая цена. Ремарк. Ремарк тоже потрясающий писатель. Перечитала все его книги. 396 гривен. Жизнь взаймы. Класс. Три товарища, известная книга. Они все касаются жизни в Первую мировую войну. Поэтому сейчас, мне кажется, даже актуально им их почитать. Триумфальная арка. Тоже читала, боже, когда-то просто все его книги перечитала. 467 гривен. Атлант расправил плечи. Тоже читала когда-то. 539 гривен. Но я читала еще, знаете, это все в старых книгах, которые остались с молодости родителей. Вот это хочется сказать за некоторых людей, что у них в голове ветер. У меня когда-то была такая книга, перед войной начала ее читать. Прочитала страниц 50 и просто не дочитала. 600 гривен сейчас она стоит, а я ее покупала, по-моему, за 300 в интернете где-то. Ой, сейчас этой книги у меня уже нету, поэтому вам ее не покажу. Нужно будет почитать. О, снова начинается дождь, нужно убегать. Смотрите, снова начинается дождь. Как вам? Вот такая погодка. Это вам уже не летний контент. А послушайте, какой шум дождя. Класс. Я вообще люблю дождь. Ну, конечно, когда сидишь дома в такую погоду, это вообще идеально. Если вы не из Одессы, а из других городов или регионов Украины, пишите, у вас тоже такая плохая погода и тоже идут такие сильные дожди. Это будет интересно. Всем хорошего дня, хорошего настроения, до встречи в следующем видео. А я побежала, потому что я уже и так сегодня промокну третий раз. Пока-пока.